Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И тема данного видео — это аргументы командной строки, которые мы передаем при запуске программы. Давайте откроем редактор и, перейдя в предварительно созданную мной директорию, откроем не файлик. И смотрите. Как я уже сказал, аргументы командной строки мы передаем, когда запускаем программу. Но для того, чтобы ими воспользоваться, мы должны в нашей главной функции main, вспоминаем, с которой начинается выполнение нашей программы, да, она как бы является точкой входа в нашу программу, и с нее все начинается, все выполнение. Мы должны внутри нее объявить два параметра. Первый из которых имеет тип integer и является как бы каунтером, то есть он хранит количество переданных аргументов. Назовем его argc, что в расшифровке означает argument count, то есть счетчик аргументов. И второй параметр является массивом из указателей. Назовем его argv, так обычно делают в большинстве, так скажем, случаев, который по сути является указателем из чаров, то бишь указателем на строки. И смотрите, первое, что мы должны, пожалуй, посмотреть, это просто поработать с первым параметром. Для этого давайте откроем терминал, я пройду в данную директорию. И первое, что мы сделаем, мы просто выведем значение первого параметра функции main, только что нами объявленного. Я скомпилирую программу, запущу ее, и мы увидим следующий результат. В консоли цифра 1. Что это означает? Почему 1? Мы вроде пока еще не передавали, никаких аргументов, мы просто запустили нашу программу. Так вот, смысл в том, что подсчет аргументов начинается непосредственно с имени программы. То есть наша вот эта точка /bin уже является первым аргументом командной строки. А вот те следующие, которые мы будем передавать, и, кстати, это нужно делать через пробел, уже будут идти после имени программы. Давайте в этом убедимся, для того, чтобы посмотреть все аргументы командной строки, давайте объявим простенький цикл for, который будет крутиться до, соответственно, количества наших аргументов, то есть argc. И... виноват. Крутиться, а не начинаться. Вот так. И выведем просто подряд все наши аргументы из нашего массива с указателями на char. Соберем программу, запустим ее и пока что увидим тот же самый выхлоп. Но вот теперь давайте попробуем передать дополнительные аргументы. Допустим, слово program я передам в качестве аргумента командной строки. И теперь мы видим в выхлопе, что помимо имени нашей программы .bin мы получили еще наш аргумент, который только что передали нашей программе program. И так можно через пробел передавать сколько угодно аргументов. Видите, то есть передали второй аргумент 123. Далее, неважно, не знаю, вектор напишем, например. Опа. То есть получаем. Кстати, забыл сказать, ребят, я вам дал расшифровку, по-моему, вот этой переменной, а вот этой переменной расшифровку не дал. Я сказал, что это массив, из указателей на char, но расшифровывается как argv, то есть аргумент вектор. Мы векторы пока не проходили, они в стандартной библиотеке, в std-шке используются. Я, может быть, еще буду записывать про стандартную библиотеку какие-то отдельные видео, но это уже будет после того, как я полностью закончу курс по базовому синтаксису, который практически не затрагивает пока что стандартную библиотеку. Хотя, может быть, я вот сейчас об этом подумал, что в процессе изучения, так скажем, стандартных вшитых в компилятор вещей нам потребуются какие-то отдельные функциональные возможности стандартной библиотеки, и в этом случае, может быть, мне придется вам дать эту информацию чуть раньше. В общем, смысл в том, что вектор — это просто саморасширяющийся, самосужающийся массив, пока так можете это воспринять, и в данном случае мы таким образом называем наш обычный массив статического типа с указателем на char, делаем такую небольшую отсылочку к этому вектору. Я думаю, в этом смысле используется такое название переменной, потому что, по сути, мы передаем какое-то, способны, по крайней мере, передавать какое-то переменное количество аргументов командной строки. Вот, ребят, и, поняли, то есть любое количество аргументов в командной строке мы передаем и получаем, соответственно,
вывод в консоль всех этих аргументов, потому что перебираем весь массив из чаров. Но смотрите, в принципе, тут уже и все-то с аргументами командной строки ничего сложного особо нету. Только единственное, вы можете встретить синтаксис еще такой в некоторых программах. У вас будет не массив из чаров, а вот так, указатель на указатель. Это никак сути вообще не меняет. То есть мы, если пересоберем нашу программу, запустим ее, то получим абсолютно тот же самый результат, что и до этого. Потому что мы перебираем наш массив, да, с указателем на чар. Что у нас указатель на указатель на чар? Вспоминаем, кто уже посмотрел урок про указатели и про арифметику с ними, понимает, что квадратные скобочки это не что иное, как синтаксический сахар над арифметикой указателей и последующим разыменованием указателя. То есть, по сути, обращаясь к указателю на указателю, мы также сначала шагаем на какое-то количество байт, да, и потом разыменовываем элемент, который находится по этому адресу. А так как там находится указатель на char, то cout с указателем на char, он как работает? Ну, смотрите, давайте, я, кстати, отдельно, по-моему, не заострял на этом внимание, давайте сейчас объявлю быстренько указатель на char, чтобы это вывести на более такой наглядный, очевидный уровень, и назовем, допустим, random string value какое-то, ну, неважно. Какая-то C-style строка, так называемая, это называется C-style строкой. Но обычно, правда, ставят const, но я специально нарочито не буду ставить const, чтобы сохранить полную аналогию с изначальным нашим представлением, потому что в массиве у нас были именно указатели на char. И вот теперь я закомментирую этот цикл, чтобы он вас не смущал, и просто выведу в консоль этот указатель на char, это переменную string, да. Sting я написал. Да хоть Sting, какая разница. Хоть Sting. Вот, выведем переменную Sting, скомпилируем программу, запустим ее и увидим, что, то есть по указателю на char объект cout работает таким образом, что сразу выводит значение, которое хранится по этому указателю. То есть то же самое происходит в нашем цикле, да. То есть мы ходим либо уже по массиву сразу, либо по указателю на указатель, и по сути с помощью арифметики мы делаем практически то же, ну как можно сказать, то же самое. Мы шагаем по адресам с помощью арифметики указателей и затем разыменовываем, получаем соответственно указатель на char, а с указателем на char cout работает, объект cout работает именно таким образом, каким я вот вам только что продемонстрировал. Все, ребят, спасибо вам большое за внимание, за просмотр. Если вам нравится мой контент, поставьте, пожалуйста, под видео лайк, подпишитесь на мой канал, ожидайте, бейте в колокольчик, ожидайте еще больше контента. И напоминаю, что добро пожаловать в комментарии, если вы, может быть, хотите мне что-то порекомендовать, какой-то новый контент или какая-то адекватная критика у вас имеется, что-то хотите дополнить, я всегда открыт к адекватной критике. И также еще напомню, ребят, что я являюсь стримером. Вы можете найти ссылочку на мой канал, я имею в виду на Твиче, на мой канал, в описании под последними видео, которые я делал на YouTube. И еще раз благодарю вас за внимание. Спасибо большое, удачи вам в обучении, счастливо и пока.